Этот дом ты не захочешь рейдить, ты захочешь в нем жить? И сейчас я объясню тебе почему. Все дома, которые вы видите на сервере, построены плюс-минус по одному принципу. Основные ресы хранятся либо на первом этаже, либо в опенкоре на третьем. И, как правило, если ты рейдишь куда надо, ты сразу забираешь абсолютно все главные ресурсы у хозяина. Но лично меня это в корне не устраивает. Поэтому сегодняшний дом я сделал именно с акцентом на том, что если рейдер и дошел до одной из ваших лутовых, ему придется потратить еще как минимум 18 ракет. И это даже будет не половина лута в этом доме. Но это еще не все сильные стороны этой базы. Ведь помимо того, что все лутовые находятся на максимальном отдалении друг от друга, с каждой стороны я добавил внутренний бункер, который открывается через солому. Снаружи до него со всех сторон две стенки. И чтобы взорвать абсолютно все бункеры в этом доме, придется потратить как минимум 42 ракеты. И это даже если не считать всего остального, что нужно для рейда этой базы. Инновационный отстрел, куча места, онлайн-защита, место для коптера, старт скибы 2 на 1, ветряки ПВО и я, который покажу тебе все это изнутри. Согласитесь, внешний дом выглядит просто блестяще. Всего на территорию этой базы 3 входа. Каждый вход помогает обслуживать такая пристройка. Сам непосредственно вход на территорию дома осуществляется через аэрлок. Здесь можно заспавниться, взять что-то из маленьких ящиков и начать оборонять свой дом. Причем, если это место займет недоброжелатель, то по нему как раз таки будут стрелять наши турели, которые находятся за сетками. И сломать их будет очень сложно. Ведь мало того, что они находятся по разным сторонам друг от друга, так и еще и каждая турель находится за двумя сетками. А это значит, что придется потратить приличное количество скоростных ракет, чтобы их сломать. И вы спросите, а как тогда к ним попадать, чтобы, например, патроны в них складывать? А это уже делается прямо отсюда. И нет, если вам сломают этот аккумулятор, турели не выключатся, потому что основная батарея находится внутри дома. И давайте представим, что вам сломают этот забор. Вы только посмотрите, сколько тут нужно взрывать, чтобы дойти до самой дальней турели. Из-за таких приколов территория у этого дома очень защищена. Дом у нас симметричный и со всех сторон все то же самое. Ну и помимо этого можно сделать мини-ферму себе. С каждой стороны на нее понадобится одна лампа и одна поливалка. Вход в саму базу у нас всего лишь один и ведет сразу на второй этаж. Можно поставить гантрапы для дополнительной защиты. Если пойдем дальше, то через аэрлок мы попадаем на второй этаж. Сразу обратите внимание, что справа есть скидочные ящики. Также прям под этой лутовой находится один из бункеров. Открывается он с помощью солома. И снаружи до этого бункера со всех сторон две стенки, а по дверям сами видели их дофига. Так что на дешевизну рейда этого бункера можно не рассчитывать. Чтобы закрыть его, достаточно просто сломать солому, с помощью которой он открывается. Если пойдем далее в центр дома, то здесь у нас тоже очень много дверей, и здесь уже можно запутаться, но я вам все покажу. Здесь у нас точно такая же лутовая, как и была в самом начале. И весь дом построен таким образом, что эти самые главные лутовые у нас находятся по разным частям базы. И получается, чтобы забрать каждую лутовую, нужно взрывать чуть ли не весь дом. Такое распределение лута мне нравится. Две стороны я вам показал, третья немного отличается. Во-первых, здесь у нас находится аккумулятор для турелей, а также, помимо того, что у нас здесь есть такой же бункер, у нас здесь также находится комбат спавн. Здесь вы тоже можете встать и начать оборонять свой дом. У вас для этого заготовлен такой пиксель, который смотрит прямо на входные двери. Справа у нас находится спуск на первый этаж, но к нему мы вернемся чуть позже. Теперь, когда второй этаж я вам полностью показал, давайте поднимемся на третий этаж. Во-первых, за гаражкой у нас есть 5 больших ящиков, а также на подъеме стоит компьютерная станция. Прямо отсюда можно контролировать первые двери входа в дом. Третий этаж — это наш отстрел. Во-первых, на отстреле как минимум должен быть комбат спавн. Именно здесь он у меня и находится, но как видите без локера. На замену локеру отлично подойдет вот такой ящик. И теперь, когда комбатерку я вам показал, давайте пройдем на сам отстрел. По моему мнению, это один из лучших отстрелов за последнее время. Во-первых, посмотрите, он мало того, что просторный, так и еще у нас по бокам есть турели, которые контролируют его полностью. Ну и вы просто зацените эти сочнейшие пики. Слепых мест под этим домом просто нет. А если вы подойдете к турели поближе, то отсюда не только откроются другие виды, но и еще, если вы кого-то вдалеке убили, отсюда можно будет быстренько дропнуться. Прикольная фишка, особенно когда на счету каждая секунда. Но и так как дом у нас полностью симметричный, понятное дело, такой отстрел у нас еще с двух сторон. Также на отстреле я добавил маленькую такую нычку. Пока вы в онлайне, ей будет достаточно удобно пользоваться. Видите, у меня за бойницами ящики торчат, но вот когда вы будете уходить спать, это все дело можно закрыть таким образом, и даже никто не догадается, что там есть ящики. Ну а подъем выше у нас реализован через треугольный люк. Как вы знаете, я люки в принципе не люблю, но здесь смотрится очень даже неплохо. Сама крыша у нас полностью просматривается прямо отсюда. И если у вас тут будет какой-то недоброжелатель, вы обязательно его увидите. Сама крыша у меня получилась в этот раз не совсем дефолтная, как и обычно в моих базах. Во-первых, у вас здесь будут такие пики, которые направлены вниз, и вы сможете отстреливать тех, кто
будет бегать у вас внизу. Вдаль стрелять тоже будет удобно, ведь отсюда можно стрелять с положения сидя. По бокам установлены 3 ветряные мельницы. Также помимо них есть 3 ПВОшки. И само собой, какая крыша без комбат-спавнов? В каждой такой башенке я расположил по 2 кровати и одному большому ящику. Также здесь есть магазин, с помощью которого можно продавать всякое. Ну или хранить там что-то для онлайн-защиты. Максимальное количество кроватей на крыше этой базы 6 штук. Но в идеале, конечно, дом подойдет для 3. Дом не очень дорогой, поэтому проблем возникнуть не должно. Но теперь, когда я вам показал всю верхнюю часть этой базы, давайте пройдем уже на 1-й этаж. Пока мы туда будем идти, сразу можно оценить количество дверей, которые здесь находятся, а также очень длинный путь до нашего спуска. Спуска на 1-й этаж имеется в виду. Он у нас находится за МВК дверями. Здесь у нас тоже находятся ящики, печки, чтобы плавить всякое. Места под лут в этой базе действительно много. Надеюсь, теперь мне не скажут, что в моих базах мало сундуков помещается. Старт в этой базе начинается с 2 на 1. И само собой, по дефолту здесь у нас установлен аэрлок. В самом мейне у вас 3-й верстак, куча ящиков и шкаф. Его обслуживание перед вами. Сейчас я вам показал мейн шкаф этой базы, но у него есть еще 3 мультишкафа, которые не только защищают от гриферства вашей базы, но и еще служат питанием для ваших бункеров. Обслуживание уже внешнего шкафчика тоже перед вами. А пока я работал над этим домом, на моем бусте вышел один из лучших приватных домов за последнее время. Вы просто обязаны это увидеть. Всего лишь за один неполный ящик ресурсов вы получаете защиту, которой даже некоторые кланы позавидуют. Это максимально удобный и комфортный дом. Есть опенкор, до которого минимум 2 стенки, 4 бункера, которые я не могу вам показать, куча места и турели, которые будут простреливать чуть ли не весь дом и будут защищать ваш дом до последнего. И всего лишь за 2 бакса ты получишь доступ к этому дому, а также ко всему остальному контенту, что я туда публикую. А это уже минимум 17 приватных баз на любой вкус. Ссылка на Бусти будет в описании. Подписывайся, ты не пожалеешь. В этот раз начальный план фундаментов базы максимально необычный. У вас здесь получается треугольный треугольник в центре и от него квадраты по бокам. Сама стартовая кибитка у вас будет 2 на 1. Ее мы делаем из МВК, все остальное можно делать железное. И теперь начинаем строить нашу стартовую базу. Она у нас вся как раз таки будет из МВК. Я все буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же поначалу можете делать все из камня. Когда будете ставить двери, ставьте их так, чтобы они открывались друг на друга. И шкаф в этой кибитке обязательно нужно поставить именно в это место. Как поставили шкаф, сразу можно сделать себе такую полочку для дополнительных сундуков. А зачем шкаф нужно ставить именно туда, я расскажу попозже. И теперь я вам, как всегда, покажу максимально удобное расположение всех вещей в этой кибитке. По итогу у вас здесь будет 5 больших ящиков, 3 печки, а также 2 спальника и верстак. Снаружи на этом этапе ваш домик выглядит именно так. И теперь давайте прогуляемся по нему глазами игрока. Во-первых, у вас здесь будет аэрлок, чтобы вас нельзя было так просто задипать, а также все необходимое для первоначального выживания. Если нужны будут дополнительные двери, ставьте. Как только появились ресурсы, начинаем расширяться. А пока что у меня для вас есть новости. На проекте Rastrum открывается первый в СНГ автоматизированный турнир с призовым фондом в 2 миллиона рублей. Теперь шансы победить есть у каждого. И специально под это грандиозное событие мы убрали абсолютно весь донат с лонг-серверов. И теперь мы стали еще ближе к официальным серверам. У нас даже вайпы теперь будут в день Глобала. То есть сегодня. Плюсом ко всему, теперь наши сервера стоят на самых мощных машинах. А это значит, что теперь ни о каких лагах не может идти и речи. Ну и само собой, я не мог оставить вас без подарка. Вводи мой промокод GoodJoint в магазине и получай приятные бонусы. Все ссылки и коннекты будут в описании. Присоединяйся. Под подъемом просто ставим ящики. А на том пустом квадрате, который у нас получился, просто везде ставим печки. Теперь мы поднимаемся выше, и нам важно сделать подъем уже на 2-й этаж. Здесь важно сделать все так, как это делаю я на видео. Не забудьте про полку, которую я поставил посередине стены. Потом ее добавить будет очень сложно. Подъем можно сделать через солому в любом удобном для вас месте. Как видите, поэтапное строительство этой базы очень комфортное. Но вот именно сейчас и наступает самый сложный момент в строительстве этой базы. Потому что вам нужно будет все построить так, как это сделаю я на видео. Здесь у нас пустая квадратная буферка. Мы ее застроили. Справа у нас будущий выход. Спереди проход к лутовой, а слева будет будущий пик на входные двери. Теперь, когда с этим кубиком покончено, мы идем левее. В этом квадрате у нас будет не только будущий подъем на 3-й этаж, но и еще лутовая, которая утоплена на полэтажа вниз. Сделано это для того, чтобы поместилось побольше ящиков. Здесь самое важное, случайно не поставьте потолок сверху, а то, если вы это сделаете, потом придется выдалбливать. Ну и пока нет у вас гаражных дверей, просто ставьте двойные. Заодно, кстати, покажу, как здесь все легко можно обустроить. Ставится все без особых напрягов, проблем возникнуть не должно. Самое главное, потолок прямо над этим местом случайно не поставьте. Я говорю это несколько раз, потому что я себе уже один раз так заруинил. Слева от этого подъема у нас будет техническая комната. Ее впоследствии лучше улучшать в металл. Здесь у вас будет большой аккумулятор и 3
3 печки. Слева от этого места также ставим проем для двойной двери, а еще левее одиночный проем, там будет будущая комбатерка. За двойной дверью, само собой, будет будущая лутовая с бункером. Чтобы проверить себя, правильно ли вы все делаете, достаточно лишь с комбатерки посмотреть на входные двери. Вы также с этого окна должны их видеть. Теперь левее от этой комбатерки нам тоже нужно застроить 2 треугольника. Но только здесь у нас уже не будет аккумулятора. У нас здесь будет лутовая на 4 ящика, поэтому тоже улучшаем все в металл. Само собой, если у вас есть DLC с бочками, то здесь их поместится не 4, а 8. Если ты зайдешь на Rastrum, то у тебя тоже будет это DLC, даже если у тебя ее нет. Слева от этой лутовой у нас также ставится двойная дверь, потому что там будет еще одна лутовая. Потолки по центру уже можно делать из МВК. И теперь давайте проверим, все ли мы правильно построили. Мы поднимаемся на 2 этаж, идем правее, здесь у нас выход. Здесь сразу можно поставить такую соломку для подъема. Далее напротив выхода у нас будущий подъем. Далее мы снова идем левее, и тут у нас место с аккумулятором. Здесь у нас будущая лутовая с бункером. Около нее комбатерка, и как видите, я все сделал правильно. У вас все должно получиться именно так. Снаружи на этом этапе дом имеет такие очертания. Далее, как только у вас появляются ресурсы, давайте сделаем выход уже на 3 этаж полноценный. Здесь важно соблюдать именно ту последовательность, как это делаю я на видео. Потому что потом полку для дополнительных ящиков вы просто не сможете поставить. Это из-за специфики дома, потом вы поймете. И теперь смотрите, чтобы к вам никто не заглядывал в это окно, сразу застройте лучше эту комнату. Это будет ваша будущая комбатерка на 3-м этаже. Ее лучше сразу закрыть одиночной дверью. Когда вы все это сделали, снаружи все выглядит именно так. И теперь снизу нашей базы просто незастроенные пустые фундаменты закрываем железными стенками. Делаем это со всех сторон, кроме нашего входа. И теперь уже делаем основной вход в нашу базу. Реализовано это будет через одиночную дверь. Если у вас на этом этапе будет окно, то не забудьте его поставить. Сам подъем будет реализован через печку. Если внизу вы могли все оставить в камне, то на 2-м этаже лучше все в металл, конечно, апать. Также для большей защиты внизу тоже можно поставить одну двойную дверь. И по сути все, основной вход в дом вы сделали. Сейчас снаружи ваша база должна выглядеть именно так. Но мне не нравится, что сейчас до нашего мейна одна стенка. Поэтому мы сейчас это будем исправлять. Здесь у нас будут буферки от мультишкафа. Чтобы его сделать, нам нужно отвести от дома 7 квадратных фундаментов. Далее все квадраты мы сносим и обратно возвращаемся треугольниками. Если последний треугольный фундамент у вас встал так же, как и у меня, значит вы все сделали правильно. Далее делаем так, как это делаю сейчас я на видео. Все эти фундаменты лучше улучшать в металл. Теперь заходим внутрь наших будущих буферок и застраиваем все железными стенками. Далее устанавливаем полку для будущих бункерных ящиков и устанавливаем их. Если есть бочка из DLC, отлично. Далее закрываем все это дело железной стенкой, потом проверяем, как все работает с помощью соломенной крыши. Далее нам нужно накрыть сверху потолками так, чтобы бункер при этом остался открытым. Вот смотрите, как у меня. И не забудьте проем для треугольного люка поставить. Потом мы просто все это дело закрываем стенками. Сверху потолки ставим от дома. Все это дело улучшаем в металл. Обратите внимание, что эта постройка, которую мы только что сделали, не питается от основного шкафа. И чтобы она у вас не гнила, нужно сделать мультишкаф. Чтобы его сделать, просто повторяйте за мной, как это делаю я на видео. На этом этапе, скорее всего, у вас будет пока что мало ресурсов, поэтому этот шкафчик просто можно оставить в одном треугольнике. Главное, окном его не забудьте закрыть. Пока что у нас не будет здесь никакого хитрого соединения. Все питание у нас идет через солому. Если вы боитесь, что вам ее сломают, просто апните эту солому в дерево. Но если я был бы в онлайне, я бы оставил как есть. Теперь смотрите, важный момент. У нашего дома есть 3 ребра. С каждой стороны около этих ребер нам нужно сделать заготовку для будущего отстрела. Сделать это нужно именно сейчас, потому что если вы оставите это на потом вы просто их не сможете поставить. Вам будут мешать мультишкафы. И еще один важный момент. Обратите внимание, что эти ваши заготовки будут гнить. Но избежать этого можно, просто поставив такой вот проем деревянный для двойных дверей. Делаем мы это со всех 3 сторон. Еще раз акцентирую на этом ваше внимание, что сделать это нужно именно сейчас. То есть после того, как вы построили один мультишкаф. И теперь, когда все заготовки для отстрела у вас готовы, можно спокойно строить остальные мультишкафы. Мультишкафы строятся между нашими заготовками для будущего отстрела. Один мультишкаф я вам вживую показывал, как строить. Остальные 2 строятся полностью аналогично, потому что дом симметричный. Если на этом этапе что-то непонятно, то просто перемотайте чуть-чуть назад и посмотрите, как я строил первый мультишкаф. Вот наш спуск на 1-й этаж, и с каждой стороны у нас появилась такая комната. Мы сделали 3 мультишкафа, а значит таких комнат у нас тоже 3. Давайте сразу проверим, как работает все это дело. Чтобы открыть бункер, мы просто внизу ставим треугольную крышу. Ну а чтобы было удобно всем пользоваться, можно поставить люк. Помимо бункера, у вас здесь еще была лутовая на 5 больших ящиков. Снизу ящики мы поставили, а чтобы поставить еще 3 повыше, нам нужно сделать такую заготовку. Я вам сейчас показываю, как застраивать одну лутовую. Со всех сторон все делается одинаково. Ящики удобнее всего
всего ставить именно так, как сейчас показываю я на видео. И как видите, всем удобно пользоваться. Если нужен бункер, открывайте люк и используйте его. Теперь идем на самую верхнюю часть нашего дома и застраиваем будущий выход на отстрел. Не забудьте, что прямо перед выходом на отстрел у вас еще должен быть проем для треугольного люка. Именно там и будет располагаться выход на саму крышу. Ну а там, где у вас комбатерка, ставьте еще один проем для одиночной двери. По центру, как появятся ресурсы, просто ставьте гаражки. Далее сразу через люк поднимаемся на саму крышу и застраиваем уже здесь. Тут у вас везде должны стоять оконные проемы, и в одном месте ставьте выход на крышу через одиночную дверь. При большом желании все это дело можно использовать в качестве первоначального отстрела. Если не собираетесь его так использовать, то просто ставьте везде окна. Сейчас снаружи ваш дом выглядит именно так. Помните то место, где у нас бункер в самом низу? Сейчас я вам покажу, как застраивать место прямо над ним. Сначала с каждой стороны вы должны поставить проемы для двойных дверей. И сразу после этого обязательно нужно поставить квадратный потолок сверху. Сделать это нужно до того, как вы поставите вот эти треугольные крыши. Если вы сделаете наоборот, то потом тот потолок уже не встанет. Далее под все это дело мы ставим ящики и закрываем оконными проемами. У вас все должно получиться точно так же, как у меня. Видите, ящики просто так не увидеть. Ну и так как дом симметричный, с остальных сторон мы делаем абсолютно все то же самое. То есть над каждым нашим бункером аналогичная пристройка. Теперь у нас идет следующий, не менее важный момент. Видите, внизу наших белых бункеров есть заготовки под будущие буферки. Именно их мы сейчас и будем строить. Я помечаю их красным цветом, чтобы вам сразу было понятно, что и где я ставлю. Само собой, делаем это с каждой стороны нашей базы. С этого момента до вашего бункера 2 стенки. Теперь помните, мы с вами делали заготовки для будущего отстрела на наших ребрах? Именно этот отстрел мы сейчас и будем делать. Сначала поднимаем фрейм из 2 сторон высотой в 2 этажа. Далее делаем такой некий мостик по направлению к себе. И дальний квадрат застраиваем в железную коробку. Помните, совсем недавно мы ставили буферки к нашим бункерам? Именно от этих самых буферок будет идти часть нашего отстрела с каждой стороны. Отстрел — это очень важная часть каждого дома, поэтому я рекомендую все здесь улучшать в металл. Также обратите пристальное внимание на том, как я буду застраивать центральную часть, потому что здесь очень важна последовательность. То есть вы сначала ставите полустенку и уже после этого ставите высокую рампу. В обратном порядке просто у вас ничего не получится. И после того, как вы все сделали, можно установить вторую рампу. Как ее поставите, ломайте потолок под ней. Если она осталась висеть, значит вы все сделали правильно. Здесь нам нужно поставить не только турель, но еще и проем для двойных дверей, чтобы не вываливаться на улицу. А потолки все застраивайте так, как это делаю я на видео. У вас должны получиться именно такие же дырки сверху, как и у меня. Если у вас не так же, перестраивайте, переделывайте. Чуть-чуть попозже я покажу, как все эти дырки закрыть. А пока что можете бойницы внизу поставить. И как видите, у меня все получилось прям как в самом начале я вам показывал в румтуре. Даже таким образом дропаться отсюда можно. Но и так как дом у нас полностью симметричный, со всех сторон мы делаем абсолютно все то же самое. Все, что относится к отстрелу, я сразу специально помечаю красным цветом. Я думаю, так понятнее, что и где я ставлю. Смотрите, прям по центру на нашем отстреле у нас остается место для квадратных потолков. Здесь без особых нюансов просто закрываем все потолками. И теперь внизу, прям над нашим отстрелом, который мы только что делали, мы строим заготовку для будущих турелей. Всего у вас здесь будет 2 турели, они будут смотреть в разные стороны. От аккумулятора, который стоит посередине, я не рекомендую запитывать эти турели, потому что скорее всего его сломают. От вот этих аккумуляторов, которые стоят на улице, я рекомендую запитывать там всякие электрические печки, лампочки, но такие не очень важные вещи, понимаете? Например, одну ПВОшку от них можно запитать. Ну, я думаю, суть вы поняли. Проход к турелям закрываем обычными сетчатыми заборами. Обслуживать все эти турели вы сможете через оконные проемы по центру. Ну а чтобы ваш большой аккумулятор не было так хорошо видно, все это дело можно закрыть такими ставнями. И получается в сумме достаточно неплохая турельная пристройка. Дом у нас полностью симметричный, и такие пристройки мы делаем с каждой стороны нашего отстрела. Как только вы это сделаете, вся придомовая территория будет в безопасности. Даже уже можно будет лут какой-то на улице хранить. Я бы рекомендовал на этом этапе продолжить строить компаунд у этого дома. Поэтому смотрите, вот одна турель, вот еще одна турель, и между ними мы сейчас будем строить вход на территорию. Само собой, у вас здесь будет аэрлок и оконный проем слева. Далее просто застраиваете так, как это делаю я на видео. Здесь у вас уже турелей никаких не будет стоять. Не потому что они здесь как бы плохо смотрятся, нет, их бы сюда было бы неплохо поставить. Просто весь лимит по турелям у этой базы уже исчерпан. Пока что у нас стоит 9 турелей, еще 3 у нас будут на самой крыше. А лимит в расте как бы 12 турелей, ну да, вы понимаете. Также в этой пристройке, которую мы сейчас сделали, должны стоять кровати. Это будет ваш внешний комбат спавн. Чтобы было удобно на эти кровати заходить, просто ставьте костер. Ну а двери устанавливаем так, чтобы они открывались друг на друга. И вот уже на этом этапе я рекомендую уже полноценный мультишкаф делать, то есть со всеми этими хитрыми соединениями. Пока что ваш внешний шкаф всего
всего лишь на 3 ракеты. Сейчас мы все это дело усилим и увеличим его защиту до 7 ракет. И у вас получается, что на стенку нужно будет 7 ракет потратить, что на 2 окна с одной дверью тоже 7 ракет. Получается весьма сбалансировано по ресам и недорого. Но и так как дом у нас полностью симметричный, со всех остальных сторон мы делаем абсолютно все то же самое. То есть те же КППшки входа на территорию и те же соединения с мультишкафом. Если что, на ночь можно тоже часть ресурсов в этих мультишкафах хранить. Хуже от этого точно не будет, уж поверьте. И теперь, когда все ваши мультишкафы в максимальной комплекции, можно ставить забор. Желательно ставить эти стенки так, как это делаю я на видео. И я бы вам рекомендовал потренироваться на креативе, потому что здесь важно не очень много прикрывать обзоры у этой турели. Также на моменте строительства я подумал, а вдруг кому-то нужны будут большие печки. Сейчас я сразу покажу, как их устанавливать. В оригинале я не стал их добавлять, потому что подумал, что 6 печек это как-то перебор. Но с другой стороны, есть же такие игроки, кому они прям слишком нужны. Поэтому именно для тех, кто ставит лайки и досматривает до конца, я сейчас это и показываю. Напишите в комментариях, вообще пригодилось ли это кому-то. Но и так как дом симметричный, если вы захотите везде поставить печки, они везде ставятся аналогично. Я думаю, проблем возникнуть с этим не должно. И теперь, казалось бы, забор стоит, турели стоят, печки стоят. Давайте уж и колючки сразу доделаем. Чтобы они у вас везде красиво встали, нам нужны такие вспомогательные треугольники. Я вам покажу на примере одной стороны, потому что с остальных сторон будет все одинаково. После того, как все колючки поставили, вспомогательные треугольники можно сносить. И теперь, когда компаунд этой базы полностью достроен, давайте уже сделаем крышу. Давайте начнем с того места, где у нас потом будет стоять турель и комбат спавны повыше. Здесь застраивайте все так, как это делаю я на видео. И потолки обязательно улучшайте в металл. У вас там находятся кровати, а значит будут и всякие ракеты там, пушки и так далее. Мало ли бомж какой-то заберется и выдолбит этот каменный потолок. Ну, если вы его не улучшите, имеется в виду. Также я напомню, что у вас в одиночном проеме потом будет стоять магазин. В магазине можно будет либо продавать всякое, либо транспортировать ресурсы из города. Как его использовать, я думаю, сами разберетесь. Если вы здесь также захотите поставить по 2 кровати, то тогда соблюдайте ту последовательность, как это делаю я. Здесь все прям впритык встает. Но теперь смотрите, полностью комбат спавн мы закончили строить. Но также снизу у нас еще должна стоять турель по центру. И когда она у вас поставлена, считайте, одну сторону вы сделали. Но и так как дом у нас полностью симметричный, с остальных сторон мы делаем абсолютно все то же самое. И сейчас мы плавно подбираемся к самому сложному моменту на этой базе. Ну, на самой крыше имеется в виду. Видите вот эти дырки? Нам нужно правильно их закрыть. По центру нам тоже нужно поставить треугольные крыши, но я рекомендую оставлять их именно в дереве. Вы спросите, Гуджент, а зачем это нужно? А я вам объясняю, если у вас эти крыши будут стоять, то ветряк вы не сможете поставить. А значит, вы просто в любой момент можете выдолбить эти деревянные крыши, установить ветряк и вернуть крышу обратно. Ветряк, если что, можно поставить прямо отсюда. И потом просто можно также добавить эти треугольные крыши. Если есть желание, даже в металл можно улучшить. Но все же мы с вами играем в Rust. В любой момент может появиться какой-нибудь сосед, который будет пытаться заруинить вам выживание. Поэтому лично я бы оставлял эти треугольные крыши в дереве. И по необходимости их убирал, когда мне нужно, и ставил, что мне надо. Думаю, суть вы уловили. И теперь, когда последний ветряк ставится и последние крыши установлены, считайте, крыша у вас сделана. Но на самом деле есть еще один очень маленький нюансик. В эти щели, которые у нас находятся на крыше, можно провалиться. Чтобы этого избежать, можно поставить такие сирены с 2 сторон. Это действие полностью пофиксит данный нюансик. Вот такой вот по итогу получился домик, и я отдельную благодарность хочу выразить своим золотым подписчикам, а также всем остальным, кто поддерживает меня на бусте. Именно благодаря вам я могу делать то, что я делаю. Подписывайся на канал, ставь лайк и чекай другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом.